Данил, я хотел бы тепло поздравить тебя с начала грунтовых сезон, но для этого сейчас слишком холодно, и у тебя были судороги. Пожалуйста, скажи нам, что ты думаешь об этом странном матче сегодня? Да, на самом деле действительно холодная погода по сравнению с предыдущими днями. Предыдущие дни было жарко, солнце прям. И, соответственно, когда жарко, солнце, мяч летит, подача летит, корты побыстрее, чем центральный. Поэтому я посмотрел статистику многих матчей сегодня. Везде брейки, везде качели такие, поэтому подача не особо летела. Да, мог процент быть чуть лучше у меня, но, в принципе, скажем так, играли, как и стоит на грунте. Все принимали, боролись, старались, брейки, и поэтому рад, что смог победить. Да, знаю, что мог сыграть лучше, учитывая то, что теннис был здесь, некоторые решения были плохие или выбор ударов, важные моменты. Но победа есть победа, и надеюсь, что буду играть только лучше. 17 брейков, у Карена было что-то с спиной, у тебя судороги. Это грунт? Да, но это и есть грунт, первый матч. Скажем так, я бы еще так сказал, что те, кто прям, выросли на грунте, они всегда чувствуют свои тарелки, то есть у них первый матч, все, они сразу все знают. Мы даже, если Карен любит играть на грунте, все равно первый матч всегда тяжело. И физически приспособиться к стрессу, к скольжению и то, и то. Поэтому у меня, да, было немножко удивительно, потому что, я устал в третьем сете, но это нормально, мы играли 3 часа. И вот за 2 розыгрыша до конца просто ноги выключило, судорогой взяло. И на самом деле мне это помогло, потому что я понимал, что все, катать больше нельзя, нужно стараться бить. И будь что будет, один в линию попал, и там следующий розыгрыш тоже смог поднадавить. Поэтому помогли судороги в этот раз. Физически сложно, но в голове, по-моему, все было в порядке. В принципе, да, потому что я чувствовал, что я играю так, как надо. Да, как я и говорю, были маленькие, плохо принятые реально решения, важные моменты. Но, в принципе, я чувствовал, что я вот делаю все как надо, и я реально был ближе, чем он к победе во всех сетах. И я чувствовал, что нужно просто вот стараться продолжать, дожимать, поэтому, в принципе, никаких проблем не было. Один там болельщик мне под руку кричал на одной моей подаче, я ему поцелуйчики отправил после матча. Короче говоря, один из самых странных матчей, в которых ты когда-либо играл. Самые ли странные? Да у меня много было, но если в принципе взять... Мне, кстати, интересно, есть ли такая статистика, я говорю не про себя, а про весь тур. Допустим, игру сейчас и 5 лет назад, то есть мы не берем 20 лет назад, потому что она действительно была другая, 5 лет назад, где играли многие из тех же людей, есть ли больше брейков в теннисе? Может быть, нет, но мне кажется, что да, что больше 3-часовых матчей, больше сенсаций, потому что игра становится более равной, мячи медленные, корт медленный, все могут догонять, все катают, все бьют, 30 ударов, и неважно, играешь потом ты против кого. Есть Синер, Алькараз, они бьют сильнее, поэтому с ними играть тяжелее. А так, если брать, наверное, даже убрать топ-10, ладно, не будем брать топ-10, то, в принципе, все это почти одинаково играется. И поэтому я думаю, что брейков сейчас в туре все больше и больше. Поэтому, как я говорю, сегодня, да, я хотел лучше подавать, но я просто понимал, что окей, но я брейкую еще больше него, поэтому, супер. Последний вопрос. Как тебе Electronic Line Calling на грунте? Мне нормально, одна подача там была, но на самом деле нам прислали видео, объясняя, что отскок, который мы видим, он может не соответствовать хоккаю, потому что хоккай, то есть на грунте иногда бывает, что мяч, получается, когда попадает в конец линии, он как бы оставляет отскок в ауте. Это всегда были вот эти споры, на самом деле, с судьями, когда он подходил, ты говоришь, вот след в ауте, он подходит, говорит, это от линии отскочило, и вот это всегда было. Поэтому хотя бы это компьютер, спорить не с чем, мне так легче. Спасибо, удачи. Спасибо.